Жил-был один падишах, у него был сын. Когда сыну падишаха исполнилось 17-18 лет, отец решает его женить. Он подыскивает ему девицу под пару, и их обручают по обычаю падишахов. Начинают справлять свадьбу, и вот во время свадьбы одной ночью девушка исчезает. Наступило утро, а ее нет. И ищут там и сям, а ней ни слуху, ни духу. Падишах велит созвать звездочетов, они сыплют песок и сообщают: «О, шах! Девушку похитил див и унес ее на гору Каф. Это сказочная гора на краю света, и собирается выдать ее за своего сына. Как же быть? Кто может туда добраться и привести девушку обратно?» – спрашивает падишах. «О, владыка, туда может пойти только сам Шахзаде. Ни у кого другого на это не хватит сил», – отвечают звездочеты. Услышал это Шахзаде и сразу стал просить отца отпустить его. «Пойду освобожу свою суженую из рук дивов. Сынок, ты еще дитя, дивы проглотят тебя, как один кусок». А тот все твердит: «Я непременно должен идти. Если мне удастся ее спасти, хорошо. Нет, другой мне не надо». Падишах видит, что тут ничего не поделаешь, и отпускает его. Молодец садится на коня и выезжает в путь. Мало ли едет, долго ли едет, по горам, по долам, по равнинному ли месту, с долин, с вершин, ночует, отъезжает, гиацинты, тюльпаны собирает, курит и кофе попивает. В один из дней приезжает на вершину какой-то горы. «Сяду-ка я отдохну немного». Подумал он, слезает с коня и садится под сенью дерева. И вот он замечает двух змей, одну белую, другую черную. Одна старается проглотить другую. Молодец берет камень и убивает черную змею. Белая змея отряхивается и принимает образ человека. «Шахзаде, ты сделал мне добро, спас меня. Если у тебя какое-нибудь желание, скажи, я все для тебя сделаю». Сын падишаха остолбенел от испуга, а змея-человек продолжает: «Не бойся, я сын падишаха Пери. Тебе не будет от меня вреда, а может быть даже польза». Молодец понемногу приходит в себя, страх его начинает исчезать, и он принимается рассказывать о своем несчастье. «Я иду на гору Каф. Если можешь, свези меня туда». «О, Шахзаде, ездить туда нам не разрешается. Я могу доставить тебя только до подножия горы Каф, а дальше ступай сам. Дивы там очень свирепы, они могут проглотить тебя как один кусок. Но я дам тебе железную сорочку и 3 стрелы. Пока ты будешь туда ходить, я буду тебя ждать. А если ты вернешься обратно, доставлю тебя в землю твоего отца». «Очень хорошо», – отвечает молодец, – «свези на мое счастье. Либо я девушку добуду, либо сам погибну». Пери подхватывает его и поднимается в воздух, и немного времени спустя опускает сына падишаха у подножья горы Каф. Затем он дает ему железную сорочку, 3 стрелы и говорит: «Ступай, Шахзаде, да будет светел твой путь, благополучного возвращения». И вот молодец выходит в путь. Через несколько дней перед ним появляется большая горная цепь. Он подходит к ней и, так как очень устал, решает присесть под деревом отдохнуть. Вдруг он слышит голос: «Осторожно, сын человека, не наваливайся на меня». Глянул Шахзаде, перед ним отвратительный див, из пасти его вылетает пламя.
У молодца от страха трескаются губы. Сын человека, здесь не проходит ни джин, ни человеческий сын. Что ты здесь ищешь? Спрашивает Див. А Шахзаде хоть и боится, да что тут поделаешь? Рассказывает, зачем пришел. Если ты со мной подружишься и поможешь мне в моем деле, я тебя доставлю в то место. А какое у тебя дело? Спрашивает молодец. У Дива, который похитил твою возлюбленную, есть дочь. Я ее люблю. 70 лет ищу я случая заполучить эту девушку. Один я боюсь идти, ну а коли твоя невеста там, мы пойдем вместе. И ты свою девушку спасешь, а я свою возлюбленную добуду. Когда мы придем туда, дивы затеют с нами бой. Возьми эту плетку. Если даже они меня и поразят, ты ударь меня этой плеткой по моей спине, и я оживу. А там наше дело пойдет на лад. Сказав это, он подхватывает Шахзаде и поднимается ввысь. Вскоре они опускаются на луг, проходят немного вперед, смотрят колодец. Из отверстия его вылетает пламя. Оказывается, там и было логово дивов. Сын падишаха с дивом подходит к колодцу. Пока Шахзаде размышляет, как бы ему спуститься туда, на дне колодца поднимается какой-то шум. Вдруг откуда-то выскакивает див, из его пасти сыплются искры. «Сын человека, я ищу тебя, а ты сам пришел сюда. Нападай!» «Нет, ты нападай», – отвечает молодец. Так они шумят, спорят, а из колодца снова слышится гул. Земля начинает дрожать, будто происходит землетрясение. И из колодца вылезает семиглавый дракон. Дракон набрасывается на дива, друга Шахзаде, а сын падишаха продолжает биться с дивом из колодца. Он вкладывает стрелу в лук, пускает ее и попадает прямо в правый глаз своего врага. Затем быстрехонько выпускает еще одну стрелу, попадает в левый глаз, а в третий раз прямо в лоб. Как только стрела пробила голову дива насквозь, он закричал: «Сын человека, ты погубил мою душу!» и как тополь рухнул на землю. Шахзаде вырывает меч у него из рук и тут же отсекает ему голову. Оглядывается назад. Дракон того и гляди проглотит его приятеля дива. Он тут же настигает дракона и одним ударом меча отсекает ему 7 голов. И дракон, как минарет, валится на землю. Как увидел див отвагу своего друга, обнял его и говорит: «Хвала тебе! Оказывается, ты храбрец. Если бы ты не подоспел, мне не сдобровать. Ну, а теперь наше дело пошло на лад». И они идут с Шахзаде к краю колодца. Тут див берет его себе на спину, и оба спускаются на дно. Смотрят, а там дверь из железа. Они входят в эту дверь, перед ними большой сад, а посередине дворец. Смотреть на него глаза слепнут. Див и молодец входят во дворец. Сын падишаха открывает одну комнату, глядь, а там сидит любимая им девушка. «Помилуй, о Шахзаде, как ты сюда попал? Если этот окаянный див тебя увидит, то сразу проглотит, как один кусок. Лишь только тот сказал: ты не бойся, я его уже отправил в дальний путь, девица воздает хвалу Аллаху, они крепко обнимаются и плачут. А див, приятель Шахзаде, рыщет по дворцу, находит свою любимую, и они тоже бросаются друг другу в объятия. Потом они забирают сколько они есть во дворце золота, жемчугов и драгоценных каменьев. Див берет в одну руку Шахзаде, в другую девушку, поднимается на воздух, прилетает к подножью горы Каф и оставляет их там.
С этих пор впредь да пошлет вам Аллах счастье, и да не будет у вас ни в чем недостатка, желает им див и улетает обратно. И вот Шахзаде с девушкой сидят там, отдыхают, а тем временем появляется сын падишаха Пери. «Добро пожаловать!» – приветствует он их и взлетает с ними на воздух. Через короткое время он отпускает их прямо во дворец отца Шахзаде, а сам поворачивает обратно. Когда молодец с девушкой неожиданно появляются в комнате падишаха, тот бросается к сыну на шею. «Добро пожаловать, дитя мое! Я давно по тебе скучаю». Шахзаде отсылает девушку в гарем, а своему отцу рассказывает все, что с ним случилось. И вот падишах отдает приказание, чтобы во всем государстве устроили празднество. В одну из пятниц молодца обручают, и после праздника свадьбы в 40 дней и 40 ночей он становится молодым мужем. Наутро падишах созывает всех визирей, хаджи, всех своих подданных, спускается с трона, берет за руку сына, сажает его на свое место и говорит: «Вот что, я состарился, уже не могу больше править страной. С этих пор вашим падишахом будет мой сын. Согласны ли вы?» «Очень хорошо, о падишах, мы согласны». Шахзаде жалует всем по кафтану, и из драгоценных каменьев, которые принес из дворца дива, дает каждому по одному камню. Все довольные расходятся по домам, а Шахзаде до самой смерти живет с девушкой и проводит время в радости и наслаждениях. Аудиорассказы от Идемы Элай.